Тайные контакты Москвы и Вашингтона. Пока Кремль выражает недовольство, Зеленский докладывает о сильных позициях в переговорах с командой Трампа. Шокирующий прогноз политика. Война может закончиться в следующем году, но на условиях Путина. Почему Европа больше не хочет платить? Трамп начинает блокаду. Американский флот захватывает танкеры, а Россия срочно вывозит семьи дипломатов из Каракаса. Мир на пороге большой войны в Карибском море. Саркофаг Чернобыльской АЭС под угрозой обрушения. Еще один удар может стать роковым. В Турции разбился самолет с высшим военным руководством Ливии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Главные события к этому часу. Начинаем. Оперативные службы Турции продолжают работу на месте авиакатастрофы под Анкарой, где разбился самолет, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. По данным турецких властей, воздушное судно вылетело из анкарского аэропорта Эссенбога в 17 часов 10 минут по Гринвичу и направлялось в Триполи. Уже через 40 минут, в 17 часов 52 минуты, связь с экипажем была потеряна. Обломки обнаружили недалеко от деревни Кесикавак в районе Хаймана. На кадрах с места трагедии десятки сотрудников экстренных служб, кареты скорой помощи и поисково-спасательные группы. Территория оцеплена силами турецкой безопасности. Премьер-министр международно признанного правительства Ливии Абдулхамид Дбейба подтвердил гибель Аль-Хаддада и еще 4 человек, находившихся на борту. В их числе командующий сухопутными войсками, директор военного производства, советник начальника штаба и фотограф. В заявлении Дбейбы говорится, что катастрофа произошла по пути из Анкары, после официальной поездки, и названа тяжелой утратой для всей Ливии. Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Саркофаг Чернобыльской АЭС может не выдержать нового удара, даже если он не будет прямым. Об этом в комментарии телеканалу «Франс-24» заявил директор станции Сергей Тараканов. По его словам, попадание ракеты или дрона, либо даже взрыв поблизости, может привести к обрушению защитного сооружения. Никто не может гарантировать, что саркофаг устоит. В этом и заключается главная угроза, подчеркнул он. Тараканов отметил, что после последней атаки укрытие утратило часть своих ключевых функций. Полное восстановление нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком может занять от 3 до 4 лет. Сейчас уровень радиации на объекте остается стабильным и в пределах нормы. Пробоину, образовавшуюся после удара беспилотника, закрыли защитным экраном. Однако предстоит устранить еще около 300 небольших отверстий, появившихся во время тушения пожара. Ранее о потере основных защитных функций саркофага также заявляла МАГАТЭ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал неопределенное заявление в интервью агентству «Интерфакс». Он сообщил, что, цитата, «Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, а следующий этап таких переговоров запланирован ориентировочно на начало весны». При этом дипломат не уточнил, о каких именно контактах идет речь. Шла ли речь о встречах Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, или о других переговорах, которые МИД проводил самостоятельно, осталось неясным. Накануне же ряд высокопоставленных российских чиновников заявили, что Кремль недоволен изменениями в проекте мирного плана, внесенными после переговоров США с Украиной и европейскими лидерами. При этом из заявлений Дональда Трампа и сенатора Джей Ди Венса следовало, что Вашингтон оценивает вероятность достижения мира как 50/50. Украинские переговорщики Рустем Умеров и Андрей Гнатов представили президенту Владимиру Зеленскому итоги встреч в США. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении. По словам Зеленского, обсуждение касалось подготовленных рабочих драфтов соглашений и тех позиций, которые украинской стороне удалось существенно усилить в ходе диалога с американскими партнерами. Президент отметил, что взаимодействие с Вашингтоном остается интенсивным и непрерывным, а достигнутые на переговорах наработки станут основой для дальнейшей совместной работы. Детальный был доклад сегодня нашей переговорной команды. Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Они вернулись после встречи в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Они доложили о рабочих драфтах соглашений, о пунктах соглашений, которые уже есть, которые нам удалось сделать сильнее. Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте. Мы ожидаем дальнейшую работу. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны полное содействие. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно. Делаем все, чтобы документы были, чтобы они были реалистичными.
Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на 100% серьезно относилась к окончанию войны. Если нет, должно быть дополнительное давление на Россию. Мир владеет всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был. Спасибо всем, кто помогает. Война России против Украины может завершиться уже в следующем году. Однако условия мира окажутся крайне неблагоприятными для Киева. Такой прогноз опубликовал обозреватель Джейми Детмер в статье для Politico. Журналист отмечает, что Евросоюз не смог прийти к соглашению по вопросу использования замороженных российских активов на сумму 210 миллиардов евро. Вместо этого Украине предложен беспроцентный заем на 90 миллиардов евро, который, по мнению автора, недостаточен для продолжения боевых действий. Получение дальнейшей финансовой поддержки также вызывает сомнения. Ряд стран ЕС выступили против совместных займов, а помощь со стороны США при президентстве Дональда Трампа представляется маловероятной. Путин также умеет читать социологические опросы и видит растущее нетерпение европейских избирателей по поводу войны, особенно в крупнейших экономиках континента. Так, опубликованный на прошлой неделе опрос Politico, в котором приняли участие 10 тысяч человек, показал, что респонденты в Германии и Франции даже менее готовы продолжать финансирование Украины, чем опрошенные в США. В Германии 45% заявили, что поддержали бы сокращение финансовой помощи Украине, тогда как лишь 20% высказались за ее увеличение. 37% выступили за уменьшение помощи и только 24% за ее наращивание. Politico подчеркивает, что отказ Европы от решительных мер усиливает внутренние противоречия в ЕС и укрепляет уверенность Кремля в том, что время играет на его стороне, создавая предпосылки для навязывания Украине невыгодных условий мира. Украинские войска отступили из города Северск в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, отметив, что в районе населенного пункта продолжались тяжелые бои, а российские силы имели значительное преимущество в живой силе и технике. Несмотря на понесенные потери, российская сторона сохраняла высокую наступательную активность, оказывая постоянное давление малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Решение об отходе украинских подразделений было принято с целью сохранения жизней военнослужащих и поддержания боеспособности частей. Северск в течение нескольких месяцев оставался одним из самых напряженных участков фронта на Донбассе, и еще в 2022-2023 годах был почти полностью разрушен обстрелами. Город месяцами оставался одним из самых горячих участков фронта на Донбассе. На архивных кадрах видны разбитые многоэтажки, выбитые окна, разрушенная инфраструктура и немногочисленные местные жители, которые продолжали жить среди руин. Во дворах самодельные укрепления из мешков с песком, белье, развешанное на веревках, и собака у баррикад как часть этой новой фронтовой реальности. Эти детали усиливают ощущение опустошения и той цены, которую город уже заплатил за войну. Разгромленные склады и разбросанные приборы внутри – следы того, что здесь находилась оборонительная и тыловая инфраструктура, которую также накрыл огонь. Новые кадры, опубликованные Министерством обороны России, демонстрируют российских солдат, позирующих с флагами на фоне разрушенного Северска, а также аэрофотосъемку разбитых кварталов. Украинский генеральный штаб в своем заявлении сообщает, что в районе Северска продолжались ожесточенные бои. Противнику были нанесены тяжелые потери, и каждый метр города достался врагу дорогой ценой. Американские военные самолеты были замечены на базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико на фоне усиливающегося противостояния между США и Венесуэлой. Вашингтон уже перебросил в Карибский регион тысячи военнослужащих, а также направил авианосец, военные корабли и истребители. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о так называемой блокаде всех нефтяных танкеров, подпадающих под санкции, которые заходят в порты Венесуэлы или покидают их. Кроме того, 10 декабря американские силы захватили венесуэльский танкер «Скипер», который в воскресенье прибыл в зону перегрузки нефти Galveston Offshore Lightering Area, неподалеку от Хьюстона. Нефть, которая была изъята. Соединенные Штаты конфисковали 1 миллион 900 тысяч баррелей нефти 10 декабря. Мы ее оставим. Куда она пойдет? Мы собираемся ее продать. Может, продадим, может, оставим, может, используем для стратегических резервов. Мы ее оставляем. И суда тоже оставляем. Почему Мадуро должен воспринимать ваши угрозы всерьез? Он может делать все, что хочет. Какова ваша конечная цель? Ответа нет. Он может делать все, что хочет. У нас сформирована мощнейшая армада. Самая большая, какая у нас когда-либо была, и, безусловно, крупнейшая из всех, что когда-либо находились в Южной Америке. Он может делать что угодно, что захочет.
Но если он решит играть жестко, это будет последний раз, когда он вообще сможет играть жестко. За последнее время Соединенные Штаты провели более 2 десятков ударов по судам, которые, по версии Вашингтона, участвовали в перевозке запрещенных веществ в Карибском море и Тихом океане. Власти Венесуэлы называют происходящее пиратством и намерены принять закон о гарантиях свободного судоходства и торговли в Мировом океане. Он предусматривает до 20 лет тюрьмы за атаки на венесуэльские суда. Мы действуем строго в рамках закона. Мы в рамках закона. Мы серьезные люди, и когда мы подписываем контракт в соответствии с Конституцией и законом, он исполняется. При любых обстоятельствах, при дожде и солнце, как это происходит с «Шеврон». Несмотря на ситуативные временные конфликты, которые у нас могут быть с нынешней администрацией, с «Шеврон» контракт исполняется строго. Мы серьезные люди, потому что мы достойные люди. Мы наследники Симона Боливара. В последние дни я размышлял о незаконных актах агрессии, которые имели место. Я считаю, что президент Трамп мог бы гораздо лучше заниматься делами своей страны и всего мира. Внутри своей страны экономическими и социальными вопросами. И в мире, если бы уделял внимание проблемам собственного государства. Каждый президент своему. Потому что не может быть так, что 70% его выступлений, заявлений и времени посвящены Венесуэле. А Соединенные Штаты, а бедные в США, которым нужно жилье, а рабочие места, которые нужно создавать. Пусть каждый занимается своей страной. И, честно говоря, если я снова с ним поговорю, я скажу ему именно это. Каждому свои внутренние дела. Российский МИД уже начал эвакуацию семей российских дипломатов из Венесуэлы, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника европейской разведки. Хотя еще на прошлой неделе Москва выступила с заявлением в поддержку режима Николаса Мадуро, в котором говорилось о солидарности с народом Венесуэлы. Рассчитываем, что администрация Дональда Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария. Лувр наконец установил защитные решетки на балконе, через которые в октябре грабители проникли в музей и похитили драгоценности королевских коллекций. Напомним, 19 октября 4 злоумышленников, воспользовавшись пробелами в системе безопасности, проникли на балкон галереи «Аполлон», разбили окно, вскрыли витрины и скрылись на скутерах. Сумма украденного оценивается в $102 миллиона, а само ограбление заняло менее 7 минут. Полиция идентифицировала 8 подозреваемых. Однако похищенные драгоценности до сих пор не найдены. Теперь стеклянная дверь на балкон защищена металлической решеткой. Музей также усилил охрану. На кольцевой развязке перед стеклянной пирамидой появился мобильный полицейский патруль. А к следующему году планируется установка еще 100 камер наблюдения.